Retracing my steps back where I left my heart at. Back, retracing my steps. It's time for me to come back. Come back home. Come back home. Come back home. Back, retracing my steps back where I left my heart at. Сейчас мы, находимся в IT, я не знаю, инкубатор. Тут очень много компаний IT, вот, и посмотрите, как тут все сделано. Вон есть шахматы даже на улице, шикарный фонтанчик, все очень так убрано, все хорошо. Intel, IBM, все передовые компании находятся здесь. Ну, очень круто, конечно, тут сделано все для своих работников, и место для отдыха, для работы тут есть все. Ну, в общем, молодцы. Как Google создает для своих работников все условия, так и здесь. Лучшие кафешки также есть на территории, чтобы люди вообще не выходили, находились только здесь и ни о чем не думали. Я, может, конечно, какие-то вещи очевидные говорю, все может быть очень даже и не круто, но для меня это вообще классно. Но я думаю, для Айтека это вполне очевидные вещи. Это must have. Машунчик, мы на море. Что можно сказать? Это же надо было дождаться. Была погода всю неделю отличная. Мы дождались именно того дня, когда туман и прохладно, чтобы пойти покупаться. Это гениально, это просто восхитительно. Зато дошли. Мы нашли квартиру, вот почему у нас сейчас есть свободное время. Мы неделю ее искали. Мы искали ее 2 дня. Ну да, на самом деле мы ездили 2 дня. Да, объехали где-то 10 квартир, да, где-то столько. Грубо говоря, если у вас какие-то там особые замашки по поводу квартир, вы не слишком требовательны, то вы быстро ее найдете. На самом деле я не могу сказать, что мы плохую квартиру выбрали. Нет. В конце концов, у нас очень, да. Но нам повезло за счет чего? За счет того, что есть какое-то владение ивритом. Мы только приехали в эту страну и не работаем, поэтому к нам достаточно скептично относились хозяева, то есть не очень хотели нам сдавать. Но за счет того, что мы на иврите разговариваем, как-то это получилось легче. То есть если нету языка, нету работы, вообще ничего нету, то сложно, то гораздо больше времени понадобится. Там. Хотите море, нате вам море. Тройка везде. Это сейчас мы в Тель-Авиве, это пляж Иерусалим. Сейчас набережную тут доделывают. Градусник пишет 21 градус. Людей на пляже практически нет. Как бы это связано и с погодой, и с тем, что сегодня, в принципе, будний день, то есть в основном все на работе. А для туристов еще немножко рановато. Маш, ты не сгоришь? Может помазаться? Крем взяла, точно? Думаю, что у тебя шутки во втором кругу пошли? Я же уже вроде ответила. Только собакам отлично, хорошо и радостно. В общем, покупались мы, да? Так мы и не набрались храбрости, чтобы сделать это. Сейчас мы идем за полюбившимися палочками на ВМПМ. Твоя любимая песня. Пришли мы все-таки за палочками. Доритас. За 3 штуки 13 шекелей по акции. Подавай чипсы лучше возьмем. Палочки только ты ешь. Можем большие взять. Вот, смотри, есть острые, есть сладкие. 11,20. Ну их нормально там по количеству. Тут еще острые какие-то. Ну эти подороже, да, чипсики? Мы дождались солнца, наконец-то мы лежим и загораем. Мы, в общем, уже пошли, собрали вещи, начали уходить с пляжа, и вот оно солнце. Тот, кто ищет, тот всегда найдет. Покажу здание, которое сделано в стиле, который нужно увидеть самому. И что это тебе напоминает? Мне напоминает... Нет, знаете, это напоминает безе. Безе? А еще секунду назад я напоминал это размазанную жвачку, да? Ну что, мы в конце концов добились своего, дождались, когда появится солнце, и позагорали. Ой, а расскажи, как мы вчера ночью шакалов видели. Это было что-то? Это было очень страшно. Мы бежали со всех ног. Ну не бежали мы со всех ног. Просто тихонько прошли, дабы не испугать животные, чтобы оно не съело нас. Сегодня уже другой день. Проблема вышла такая, что мы день целый не снимали, потому что у нас съела батарея. Сейчас уже вечер, и мы решили выйти погулять. Сейчас мы пойдем по очень такой интересной
улицы, там очень красивый вид. Эта улица вчера была не так освещена, по-моему. Чем хотели сказать? Мы такие настолько молодцы, что у нас просто не осталось больше дел. И мы, по сути, больше ничем не занимаемся, кроме как ничем не занимаемся. Мы с испуга начали все делать очень быстро. И получилось так, что мы месячный план выполнили за неделю. Завтра планируем с друзьями встретиться, правда, они сейчас об этом не знают, но мы думаем, как-то мы себя навяжем. Загоревшая, замечательно. Да, за 2 дня такой загар. Смотришься, как будто бы ты вообще черная-черная. Это прошла неделя, а если я тут буду жить целую жизнь, какой же я буду? Буду я этим, марокканцем. Не буду улицы подметать. Come back home, come back home, come back home. Пожалуйста. Вчера, идя по улице, мы себе нашли 6 тарелок хорошего качества. Я там сказала, что мы нашли тарелки на улице. Это просто стандартная практика в Израиле, когда человеку что-то не надо, он уносит на улицу, ему дешевле это вынести, чем вывести куда-то. Вещи очень даже хорошие, они там не побитые, ничего не грязные, не испорчены. Другим людям это может понадобиться, и они могут это взять без проблем. Важная помарка. Мы нашли не на мусорке, мы нашли... Да, на скамейке, они просто стояли. Черепахи красивые. Да? Здесь красивые черепахи. Здесь, походу, оригинальные вещи вообще продаются в магазине. В общем, знаешь, какая это улица? Сейчас скажу. Вот на углу улицы Вайсман и какой-то есть такой вот магазин. Да опять реклама достала, ты уже своей рекламой. Я очень надеюсь, что со мной будут сотрудничать. Приходите в этот магазин и покупайте универсальные вещи для семьи и для дома. Я думаю, всем понятно, да, название магазина? Конечно. Осов, все для вас. Знаете, дорогие друзья, мой совет вам, если вы приехали в чужую страну, жить, не жить, гулять, не гулять, если вы уже не знаете, чем вам заняться, идете вечером, куда глаза глядят, а потом ищете дорогу домой. Не факт, что вы быстро ее найдете. Рубрика «Советы», да? Рубрика «Советы». Короче, мы решили устроить квест с Машей. Нам нужно будет искать денежки на полу, любые, монетки и тому подобное. Кто находит больше за день, тот потом получает день победителя, покупочки там и тому подобное. Поехали! Как человек хочет свой день, ты посмотри, бегает, каждую Для уборщиков, знаешь, которые... под каждый кустик заглядывает, просто нет покоя. Сейчас, может быть, монетки, там случайно, знаешь, гребли перед глазами. Зачем они тебе нужны? Ты что, выиграть хочешь? Прошел почти час уже с момента нашего начала прогулки. Монеток мы пока еще не нашли, а дорогу уже потеряли. Удивительная вещь приключилась. Гуляли мы по Тель-Авиву. Олежка болен топографическим кретинизмом. Это просто диагноз. Поэтому впредь мы больше гулять так не будем. И вкратце оказались мы в Яффу. Зашли мы в следующий город. Маша в него не хотела идти, и вот получилось так, что она в него попала. Силой, обманом заставили себя. Такой был план. Ну ты не сильно злишься на меня? Ну, как сказать? Лучше обмани. Нет. Не сильно злишься? Зато тут красиво. Come back home. Who is this man in the mirror? Don't recognize him anymore. Is it like I found my fame? But now I'm losing who I was before. So I'm retracing my steps, trying to find out where it last saw me. And my thoughts go back to you. Сегодня суббота, и сегодня самый жаркий день. Мы идем сейчас в парк Айркон. По поводу вчерашнего дня. Расскажем про новых персонажей. Мальчик в черной курточке — это Славик. Славик — это тоже член нашей компании. Он живет вместе с Игорем. Да, мы так будем потихоньку вас знакомить. Только что шли, короче, эту дорогу нам перебежал шакальчик. А вот смотрите, все животные, которые есть в этом парке. Тут их просто огромное количество, этих животных. Thought that I could do this without you. Now I know that I can't live without you. No, kept you holding on for much too long. Time for me to come back home. Спасибо, что смотрите нас. Подписывайтесь на наш канал. Будем рады вашим комментариям, лайкам. Что ты такой испуганный? Такое ощущение, что тебя заставили это Да, делать. вы видите яркий свет, мы не пытались.